На самом деле у нас, конечно, не погода, а мечта в городе Москве. Правда, Александр? Еще какая. Жалко, что мы с вами сидим, а не гуляем. Что мы не бабы, это не наше лето. У нас все еще впереди. Бабье лето, да, прямо в самом разгаре. Друзья мои, о чем мы будем говорить сегодня? Вот есть как бы одна тема, которую можно разделить на три. Вот с первой мы и начнем. Эта тема называется «У меня не складываются отношения с противоположным полом». А первое, я бы хотел начать сегодня с того, когда вообще отношения никак не складываются. То есть мужчина и женщина, у которых в течение достаточно долгого времени нет никаких отношений. Забегая вперед, скажу, что я сказал на три части, эту тему можно разделить. Вторая часть, что у меня такие отношения, чтобы лучше их не было, потому что они болезненные, они тяжелые, невротические, нездоровые. Не переваривай слово «токсичные», но именно это имеется в виду. И третий вариант. У меня есть отношения, но лучше бы их опять не было, потому что это не то, что я ожидаю. Я имею в виду, например, тех людей, женщин, как правило, которые хотят семью, хотят детей, хотят брак. Вместо этого их даже еще с мамой не познакомили. И кроме как заняться сексом пару раз в неделю в свободное от работы время ничего не предлагают. Вот давайте начнем сегодня с самой, так сказать, базы этой проблемы. Поговорим о том, что у вас, например, вообще нет отношений. И я слушаю ваши вопросы. Если у вас есть такая проблема, я обращаюсь и к мужчинам, и к женщинам. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень люблю вас, Михаил. Очень рада, что дозвонилась до вас. Я звоню вам из Испании. Вот. И не совсем знаю тему эфира, потому что у меня нет радиоприемника, но у меня такой вопрос. Значит, дней 10 назад я разошлась со своим парнем. Прямо по теме. Вот не зная, прямо угадали. Ну? Разошлась со своим парнем, и и не обошлось без полиции, потому что там было немножко рукоприкладства. Вы его били? Я его не била, это он меня бил со своей подругой. Подруга его, получилась такая ситуация, что она отправила фотографии голые ему на телефон. Я увидела и сказала ей о том, что если ты будешь так делать, я расскажу твоему жениху. Но и она мексиканка, и она пришла меня бить. И он говорит, вот так тебе и надо было ей ничего не говорить. А парень-то сам откуда будет? А это парень мой жених, мы с ним жили. Нет, он тоже мексиканец? Он испанец. Ну, тоже горячий парень, да? Какие крутые страсти. Так, рассказывай. Вот, и значит, они меня так, она меня бьет, я схватила утюг, она отбежалась, и он меня начал там тоже защищать ее, там душить и бить. Так. И я вырвалась и убежала, и написала заявление в полицию. Он, значит, просидел, в Испании здесь очень строго, его сразу забрали в карцер, посадили до суда, и он просидел там 2 суток, без телефона, без всего. Значит, у нас прошел суд, их оправдали, потому что они были вдвоем, а у меня таких увечий не было. И, значит, такая ситуация. Сейчас он мне не отдает мои вещи, мою одежду. И я вот не могу понять, для чего. Он хочет до сих пор отношения какие-то сохранить. Чертов фетишист. Да? Да. Просто, вы знаете... Особенно трусы и носки. Есть там, представляете? как в воду глядел. А вы напишите следующее заявление в полиции. А у его угрожал адвокат. Я хотела написать, но он говорит, у меня ничего нет. И его адвокат уже мне угрожал, что если ты напишешь, я тебя типа отправлю из страны. Я тоже на тебя напишу там заявление, мы там подделаем, отправим. Я просто... Вот это вот страсти мексиканская, испанская, российская. Нет, вы знаете, мне такая... Я не понимаю, почему он хочет... А если он говорит, что больше ничего со мной не хочет, я, естественно, с ним больше ничего не хочу. Но почему бы просто вот спокойно не отдать вещи? Просто тут как бы два варианта. Он или вам мстит, или он фетишист, как я уже сказал. А я помню, какой-то был французский сериал, я даже не помню его название. Сейчас нынешние сериалы пишут люди, которые все обдолбанные, потому что нормальный человек такого не может написать. Короче говоря, значит, парень с девушкой расстается, она от него уходит. Сейчас скажу, кому она от него уходит, это отдельный разговор. И он встает и вдруг видит, что ее вещи не то что лежат, а они в воздухе стоят, плывут вокруг него. Лифчики, помада, пудра, тампоны, прокладки, носки. И у нее истерика начинается, потому что он никак ее не может забыть.
Он вызывает службу как это называется, дезинфекции. Приходят люди в скафандрах с баллонами и начинают из баллонов поливать эти вещи. И вещи подыхают прямо на глазах, растворяются в воздухе. Но это так, была затравка, потому что дальше была вторая серия еще круче. Я до второй серии сломался. Значит, их подруга общая ему звонит и говорит: слушай, у твоей бывшей день рождения, он говорит, ну она же не одна, а она ему говорит: ну ты приходи, вдруг она, вспомнит, начнется по новой что-нибудь. Он приходит к ней на день рождения, и в это время из задней комнаты на инвалидной коляске выезжает труп Гитлера. Я не шучу. Вот, и подруга говорит, это Адольфик, и говорит: а ты тоже осуждаешь, что у нас разница 98 лет с моим новым... Притом не как Гитлер вот такой, а как будто его из могилы достали, то есть типа скелета с усами и с челкой. Я думаю, совсем обдолбанные сценаристы, конечно, и на этом я перестал смотреть. Может, кто-то из наших слушателей тоже смотрел? Мне интересно просто вот название сериала, да. Вот ваш испанец видит... Я хочу сделать поправочку. Офигенная, конечно, история, но сегодня мы говорим не о том, от кого парень ушел, а от того, кому парень еще и не приходил. То есть о тех отношениях, которых вообще нету. Друзья мои, сосредоточьтесь. Я еще раз повторяю, чтобы потом вы не говорили, что вы не слышали. Наша первая программа будет о том, когда у вас нет отношений вообще. Здравствуйте. Алло. Алло. Ну, наконец, я думал, у всех отношения есть. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Елена, я весь одно большое ухо. Угу. Значит, Михаил, такой вопрос. Я на данный момент стою перед выбором. Вы точно слышали, о чем мы сегодня говорим? Говорю, я волнуюсь. Я не представилась или представилась, я уже забыла. Я не об этом. Елена, а как вы еще можете представить? Да. Мы сегодня говорим о людях, у которых нет никаких отношений. Это про вас. Нет, у меня отношений на данный момент нет, но, возможно, будут. Но сейчас у вас нет отношений. Сейчас у меня нет отношений, и я просто стою перед выбором. А заводителя не стоит? Нет. Вернее, переезжать или не переезжать, заводить или не заводить, скажем так. Но вообще, я как жених бы сказал, если вы еще сомневаетесь, значит, вы меня не любите. Правда же? Угу. Ну, в принципе, да. Если сомневаешься в своих чувствах, то да, вы правы. Я ответил на ваш вопрос? Да, я думаю, да, ответили. Спасибо. Вот это, я считаю, Александр, это высший пилотаж. Например, девушка подходит и говорит: помогите, я умираю. А ты говоришь: ты мороженое ходишь? И говорит: спасибо, я все поняла. Мне хорошо стало. Ну, авторитетный человек сказал свое мнение, сразу все поняла. Почему нет? Мне нравится. Лишний раз убедиться, что вот не лежит у тебя пожалуйста, сердечко. Добрый вечер, Михаил. Мне 50 лет, отношений нет практически 2 года. Боюсь мужчин, тем больше времени проходит, тем призрачнее. Я красивая, стройная, зеленоглазая, собой довольная. Но, к сожалению, зеленоглазый ни о чем не спрашивает. Поэтому мы идем дальше. Итак, друзья мои, мы сегодня обсуждаем ситуации, когда у людей нет отношений долгое время никаких и ни с кем. Вот, кстати, спрашивает Евгений из Питера, свой вопрос задает с помощью WhatsApp. Разошлись с мужем 10 лет назад, и с тех пор не могу ответить на вопрос, зачем мне новые отношения. Обратите внимание. Достаточно большой срок, 10 лет. Да, правда? но вы не в теме. Вы же не знаете, что у меня есть 6 правил, и 4-е из них называется «Не отвечай, когда тебя не спрашивают». А там нет вопроса. Или вот Андрей... Нет, зачем мне новые отношения? Вот. Вопрос, да, зачем мне да, новые? Да. Это мне напоминает вопрос, зачем человеку позвоночник, знаете? Чтобы голова в трусы не проваливалась. Для темы отношений. Они не нужны зачем-то. Они нужны для радости, если они вам нужны. Но, к сожалению, очень многие люди настолько были психотравмированы в предыдущих отношениях, что они говорят так: мне не нужны отношения, потому что у меня ни потребности нет, ни заинтересованности. Многие люди, кстати, годами живут без секса, особенно женщины, по этому поводу даже и не страдают. Но им кажется, что им они не нужны по одной простой причине. Как только эту рану растеребишь, человеку становится больно. Поэтому человек как бы закрывается настолько, что говорит: а мне и не надо. А не потому, что ему не надо. С точки зрения физиологии, с точки зрения биологии
и человеческая природа, отношения, мне кажется, заложены в нашей природе. Но когда человек говорит, что они мне не нужны, то я предполагаю, что речь идет о том, что его до этого обидели сильно. Поэтому, собственно, и не нужны. Не знаю, мне кажется, вот то, что Андрей из Москвы и Павел из Питера счастливые люди, потому что, приблизительно один и тот же вопрос. А кто сказал, что если нет отношений, то это проблема? Нет, друзья мои, давайте это тоже. Правильный вопрос люди задают. Если вы считаете это проблемой, это проблема. Если вы считаете, что вы счастливы без отношений, даже не пытайтесь сюда звонить. Здрасте. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. Рада, что дозвонилась. Мое имя Елена, я из Харькова. У меня нет отношений. 2 года. Давно это или недавно, много-немного не знаю. Но мне от этого ни холодно, ни жарко. То есть могу как бы копать, могу не копать. Да, я открыта для новых отношений. Мужчины города Харькова, вы хорошо слышите? Елена открыта для новых отношений. Вы же не глухие, правда? Елена, я думаю, после этого жизнь начнет меняться. Был я в Харькове раз 8. И там и парни, и девчонки, все хорошие, красивые. И город очень в таком порядке. Потому что мэр города Харькова, такой криминальный человек, как его зовут-то, господи, я забыл уже, был Добкин Михаил, знаменитый ролик, помните, канальный? Нет? Кернес, сейчас мэр Кернес. Вот, но не важно. Да, кстати, я был в потрясающем месте, в Харькове есть институт, называется он в советское время ХАДИ, Харьковский автодорожный институт. Вот вы, Александр, меня смотрите. Хорошее название такое. Нет, а вы не знаете, что такое ХАДИ. Что такое ХАДИ-9 и ХАДИ-11. ХАДИ-11, если мне не изменяет память, автомобиль, созданный в этом институте в 1975 году, и он развивал скорость, Александр, 1100 км в час. Вы сейчас не ослышались вообще ни разу. Имел самолетный, по-моему, двигатель ракетный и тормозился парашютом на дне соляного озера. И, мало кто этого знает. Я пришел в институт, такой старик, видимо, с той поры. Там еще у них, ту машину у них отжали, у них стояла машина, которая на 1 литре бензина проехала 580 километров. Да, такой был институт в Советском Союзе, знаменитый. Ладно, поехали дальше. Татьяна спрашивает. Мне 30 лет, у меня никогда не было отношений. Сначала я была слишком застенчивой, чтобы знакомиться. Сейчас тоже, кстати, есть такое. Теперь привыкла быть одна, и вроде бы ничего не хочется. Читаю языки, учу, бегаю, но есть ощущение собственной ненормальности, потому что, знаю, для большинства людей эта ситуация ненормальная. Если узнают, будут смеяться или пальцем у виска крутить. Как вот быть в такой ситуации? Кто нам пишет? Татьяна. Татьяна, дорогая. Не надо думать о том, что другие люди про вас думают. Не надо. Вы совершенно нормальный человек. Например, известный всем, хотел сказать, поэт, на самом деле он драматург, Бернард Шоу потерял девственность в 36 лет, а вам только 30. У вас еще все впереди. И не надо думать, что вас про другие думают. Пусть завидуют. Михаил, добрый вечер. У меня нет отношений на протяжении 4 лет. Пишет нам Алена из Питера. На данный момент я готов вступить в новые отношения, но мне никто не нравится. Вы прям как моя дочь, Алена, пишете «нравится» с мягким знаком. Но у дочери просто русский не родной. А почему вы так пишете, я не знаю. Как исправить данную ситуацию? Может быть, норма, если мне комфортно быть одной. Рассказываю. Да, может быть нормой, если вам комфортно быть одной. Но если вам никто не нравится, я могу заподозрить, Алена, хотя я по фотографии не лечу, мне приходится как бы догадываться, что когда вы отвергаете всех, то речь идет о серьезных страхах, может даже о целой фобии. Почему человеку ничего не нравится? Потому что он настолько боится и настолько загнан этот страх, это чувство внутрь, что он просто соскакивает на ближайших подступах. Он говорит, я не против отношений, но мне никто не нравится. Вот, например, есть 2 проблемы, которые выглядят одинаково. Это страх секса и страх любви. Как это выглядит? Когда женщина говорит, я вот как вы прямо, Алена, я для отношений готова, но я никого не люблю, а без любви встречаться не вижу смысла. Вариант номер 2.
я к отношениям готова, но я не могу заниматься сексом без любви. Но я никого не люблю, поэтому и секса у меня нету. Казалось бы, вроде бы логика внутренне присутствует в рассуждениях. Но, во-первых, не так часто бывает, это самое. Вот Наталья пишет, посмотрел, Саша красивая, Михаил нет. Александр, вам комплимент. Спасибо. Наталья, может, познакомиться хочешь? Она всем пишет, что она мороженого не ела в этом году. Вот. Александр же свободный юноша, я помню. Да. Свободный. Значит, что я хочу сказать? Что когда человек всех отвергает и говорит, мне все не нравится, то это вызывает подозрение, что он настолько внутрь загнал свой страх, что он сразу отвергает. Потому что не могут все не нравиться. Вот, например, я могу не нравиться, Александр уже не может не нравиться. То есть обязательно кто-то же должен понравиться, а когда есть такое, отношение сразу, скажем, ко всем мужчинам, то это уже вопрос того, что вы их просто отвергаете всех. Смотрите, Михаил, вот я хочу вас спросить, у меня такая вот тоже проблема, как, наверное, у многих тех, кто нам пишет, постараюсь как-то все это обобщить на своем примере. Вот я в разводе достаточно давно, уже больше 10 лет. Наталья записывает, так. Да, и, честно говоря, вот как-то не особо стремлюсь второй раз жениться. Второй раз развестись. Да, может быть и так. То есть я встречаюсь, хожу на свидание, то есть как-то мне все хорошо. И вот я боюсь, что я в этом состоянии могу застрять когда-нибудь. Потому что уже настолько хорошо одному, что уже кого-то на постоянку не хочется. Вы знаете, Александр, вот вы как раз демонстрируете тот самый страх. Видите, что хотите сейчас сказать? Что я развелся, и я так больше не хочу, правильно? Вот так, как было, да, не хочу. Вот, и поэтому... Но я допускаю мысль, что я могу еще раз сильно влюбиться, да, и вот тогда, конечно, я предложу еще раз руку и сердце. Но я настолько застрял в этом вот состоянии холостяка. Я думаю, что вы понимаете страх меня. Здесь... Кстати, вспомнил очень интересный эпизод. Александр, не Александр, а, господи, Харламова как зовут? Игорь. Гарик, да. Харламов, выступая в Comedy Club, сказал: Кристиночка, я люблю тебя, потому что второй раз я не переживу раздела имущества. И весь зал заржал. Не успел он закончить фразу. Прошел буквально год, и вот уже пошел раздел имущества. Вот поэтому Александр, вот у него своя правда. У женщин, которым было обидно и больно в браке, они тоже говорят, а мне так и хорошо. И вот, кстати, то, что Александр сейчас об этом сказал, это как раз иллюстрация того, что неприятные воспоминания развода, поэтому я холостяком себя нормально чувствую. Не могу сказать, что были прям особо так неприятные, просто было что-то странное такое. Вот то странное, из-за которого я сейчас с холостяком тоже мне неплохо. Зачем мне лишний геморрой? Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Софья, город Москва. У меня нет отношений где-то 1,5 года. То есть я хожу на свидания, 3 свидания где-то, 4, и все заканчивается. Потом я смотрю, что было не так. И, по сути, каждый раз одно и то же. Я как будто делаю все для того, чтобы, перестать продолжать общаться с человеком. Поподробнее. Мне начинает казаться вдруг, то есть все начинается хорошо, все там романтика, вот это прогулки, все здорово. Потом мне начинает казаться, что человек... Я ему недостаточно сильно нравлюсь. Или что он какой-нибудь Стоп, а мы можем поподробнее? Вот вы говорите, мне начинает казаться, что я ему недостаточно. То есть он себя как-то так ведет, из-за чего мне такие мысли. Что он делает для этого? Да, например, не знаю, не дарит цветы, или там как-то что-то не написал, не знаю, или меньше начинает писать, или, не соответствует каким-то моим... А вдруг вы правы? А вдруг вы на самом деле, вам не кажется, а в реальной жизни он уделяет вам меньше внимания, вы абсолютно правы. Вам такое в голову не приходит? 1,5 года и все подряд. А может, вы выбираете таких специальных людей, которые говорят, я старый солдат, я не знаю слов любви, цветов от меня не дождешься. Вот пишет нам девушка, так она подписалась. А на самом деле зовут Алексеева Екатерина. Мне, говорит, 19 лет, у меня никогда не было отношений. Конечно, я общалась с мальчиками достаточно хорошо. Получалось так, что либо мне не нравится человек, либо я не нравлюсь, и мы быстро остываем. Но я без них чувствую себя отлично. Это нормально.
Это нормально, Катя, и ненормально. Нормально, что вы себя отлично чувствуете, это здорово. А что ненормально? К сожалению, проблемы были не только у вас. Вот они были у Пушкина, и Пушкин так их и описал. Говорит, чем больше женщин мы меньше, тем меньше, больше она нам. Речь идет о том, что большинство людей в этом мире из-за того, что у них были очень нездоровые отношения с родителями, не самые лучшие. А многие из них, не получая достаточно родительской любви, привыкли за родителями бегать, доказывать, что они хорошие дети, чтобы родители их полюбили. Это привело к тому, что эти люди, когда вырастают, у них есть два сценария. Или им кто-то нравится, или они кому-то нравятся, но тогда им этот человек не нравится. Почему? Привычка страдать, низкая самооценка и неуверенность делают следующую схему. А вот жалко здесь, то я как только хочу слово сказать, у нас тут такой список, что говорить нельзя, сразу все обрывается. Ну вот, короче говоря, я как бы никто, зовут меня никак, и поэтому если я кому-то нравлюсь, то он полный отстой. Почему? Потому что я сам отстой. Такая вот логика. И вот от этих людей, к сожалению, отношения нездоровые, или у них все время все безответное, или они нравятся кому-нибудь, и тогда этот человек им не нравится, потому что я уже объяснил этот механизм, или они кому-то нравятся, или им кто-то нравится, но тогда они тому человеку не нравятся. Это вообще не про любовь. У здоровых людей чувства взаимные, и любовь невзаимной не бывает. Невзаимной бывают какие-то нездоровые проявления любви, зависимость всякая, желание пострадать и так далее. Марина пишет: здравствуйте, у меня нет отношений несколько лет, не получается познакомиться, не встречаются мужчины. Марина, вы не знаете, что такое не встречаются мужчины. Когда мне был 21 год, я около, не помню, года или полгода провел в стенах педулище. Александр, знаете, какое педулище? Педагогическое училище. Совершенно верно. Есть медулище и педулище. Педулище было 401 девочка, я, сторож и учитель физики. И все. Вот это, я понимаю, мужчин нету. А то, что вы говорите, это неправда. Мужчин как грязи. Слушай, ну и как вообще в малиннике-то таком? Это не малинник, это на самом деле жесть. Значит, по одной они шикарные девчонки. Вот, когда по одной. Но когда их 400, то ты находишься в психушке, и когда ты выходишь на улицу, ты понимаешь, что есть дети, есть старики, есть мужчины, что мир вообще по-другому выглядит. А внутри это, конечно, жесть, потому что когда вас трое, а их 400, то не дай бог. Вот. А по отдельности нормально с ними можно общаться. Но я второй раз эксперимент бы не провел. Кстати, родители, ну, не моего возраста, родители таких людей, не вашего, Александр, они учились отдельно в мужских и женских школах. Это было в 40-е, по-моему, годы, и даже 50-е. Типа, чтобы от учебы не отвлекали, значит, были мужские школы и женские школы. Вот. Ну что, может, звоночек? Здравствуйте. О, наконец мужчина позвонил. Здрасте, мужчина. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Аркадий. Мне 30 лет, и у меня такая проблема. Последний раз отношения, до этого отношения были, вряд ли их можно назвать полноценными. Года 4, наверное, может быть, 3. Что у них было неполноценного? Ну, то, что познакомились в интернете, планировали встречу, но так она не состоялась. То есть вы как бы только милую узная по походке, а так вживую нет? Да, нет, не видел. Вот. Значит, вообще, изначально, в последнее время я занимался своим, как бы, саморазвитием, оздоровлением психологическим. Все началось именно с ваших роликов, ваших эфиров. Вот. Ну, у меня полноценный, можно сказать, стандартный букет, неуверенности, нелюбви к себе и всего подобного. И в последнее время, скажем, года 2-3, может быть, нет, 3, вряд ли 2, я все время анализирую девушек. То есть если я вижу в том, что... Ну, я знакомлюсь с девушкой, общаюсь, и зачастую вообще это происходит, ну, как для галочки, посредством социальных сетей. Галочки это нравится? Нравится что? Галочка говорит, пойди познакомься для меня еще с кем-нибудь, да?
Нет. Просто я говорю так для информации, для полноты Как в информации. фильме «Рассекая волны». Ну-ну. Ну, наверное. В общем, знакомлюсь в интернете и анализирую девушек в плане вот этих вот их проблем, неуверенности, всяких остальных комплексов. И, если честно, меня это все время напрягает. Но я не могу от этого избавиться. То есть, А в чем ваш вопрос? Вот, и вопрос в том, чтобы как от этого избавиться и что это такое вообще. Рассказываю. Ну, начну с ответа на вопрос, что это такое, а потом как избавиться. Это страх. И у меня был такой пациент, очень похожий на описание ваше. Он не просто изучал женщин, он с ними бодался, он с ними воевал. Он, когда Притом он был очень при этом озабоченный, его очень интересовали эти отношения. Вот. Он все время пытался найти в них что-то ненормальное, нездоровое, уцепиться за это, раскрутить тему и так далее. Все достаточно быстро выяснилось, оказалось, что у него такая мама, не совсем адекватная, и он одновременно и не любит женщин, и боится, потому что это те чувства, которые он к родной матери испытывал. И у него никак не складываются отношения. То есть женщина должна быть совсем уже больная, притом желательно физически больная. Ну, то есть вообще была прикована к чему-то, тогда вот хотя бы и пытать не будет. А если она производила более-менее здоровое впечатление, он тут же пытался найти в ней что-то нездоровое. Вот. И, к сожалению, это страх перед отношениями, страх, что тебя обидят, сделают больно. Ну, все то, что от матери ребенок получал. То же самое. И из-за этого человек из-за страха начинает анализировать чужого, другого человека, его психику, его неадекватность, его недостатки и так далее. И он как бы одновременно и воюет, и контролирует ситуацию. Если вы хотите от этого избавиться, вы должны быть готовы к тому, что ваши отношения могут плохо закончиться, ничем не закончиться, вас разочаровать, вы не получите ожидаемое и так далее. Если вы к этому готовы, вас, может быть, отпустят, и вы перестанете препарировать женский мозг, а просто будете получать удовольствие. Потому что отношения между мальчиками и девочками, они все-таки для радости, а не для анализа. Вот как. Ольга пишет. Я из тех, кто однозначно боится. Пережила абьюз и изнасилование мужем. Похоронила его 3 года назад, теперь получаю огромное удовольствие от свободы и общения с мужчинами. Чувствую сексуальное влечение, но боюсь встреч. Как это перебороть? Видимо, она общается только виртуально. Надо к психологу ходить, потому что это серьезная психотравма. Мы ведь не задаем вопрос, почему она похоронила мужа. Думаете, абьюзер. А вот вы смеетесь сейчас, хотя вы не смеетесь. А я вам расскажу, как я в 90-е годы работал. Во-первых, ко мне много братвы обращалось, там, Солнцевские, например. И были разные случаи. Один случай я помню, когда женщина, она в банке, что ли, работала, она говорит, такая в возрасте уже, она говорит, у меня муж пьет, но пьет и пьет. Но тут недавно у нее, видимо, горячка белая случилась, он стал с ножом бегать за мной и за дочерью, а дочь уже большая. И он успел ее догнать и успел ей порезать ножом плечо. И начинает плакать. Я говорю, женщина, ну чем я могу вам помочь? Я же психолог. Ну, в общем, говорит, поговорите просто со мной. Я с ней поговорил, она плакала, и вдруг она через месяц приходит и говорит, Михаил, вот прямо как сейчас, мужа мы похоронили. И дальше она сказала такую зловещую фразу. Она сказала, Михаил, если у вас будут какие-то проблемы, я всегда с радостью вам помогу, как вы выслушали меня в свое время. И вот я посмотрел в ее глаза, и я все понял. Ну, не она сама, конечно, но помогли, короче, мужу попрощаться с семьей. Еще случай. Был я в городе Лондоне. Значит, рассказ, как это, бывшей нашей соотечественницы, которые там целые колонии, которые вышли замуж за англичан. Значит, рассказ такой. Мой муж, говорит она, сибирячка, англичанин, он однажды схватил мой телефон и давай заперся в комнате и давай смотреть, с кем я там переписываюсь, телефоны, какие у меня в записной книжке и так далее. Тогда еще не было блокировки, по помощью айфона только начались. Я не помню, когда это было, больше 10 лет назад.
Я, говорит, в комнату ломлюсь, а он не открывает. Тогда я по домашнему телефону набираю полицию и говорю: полиция, здравствуйте, мой муж заперся с моим телефоном в комнате и не выходит, и при этом смотрит мой телефон. Но в России за это убили бы просто, за сам звонок, за хамский звонок, который не дает возможность людям работать, там трупы багром из Москва-реки вынимать, подснежников из сугробов, а по всякой фигне звонят, отвлекают нашу доблестную милицию. А там нет. Там, говорит, женщина, отойдите от двери. А муж слышал, что она позвонила. Он вылетел из комнаты, кинул телефон и убежал. Она подбирала телефон, опять звонит в полицию и говорит: муж услышал, как я вам звоню, убежал из квартиры и бросил телефон. И говорит: ну что дальше было? Они говорят: мужа не преследовать, а держаться от него на расстоянии, мы через 3 минуты подъезжаем. Но муж уже далеко свалил. Они приехали с опросником 200 вопросов, посадили ее и начинают спрашивать. Среди вопросов было 2 смешных вопроса. Первый: а когда-нибудь муж при вас говорил кошке брысь? Я говорю: а зачем такой вопрос? Потому что если говорил, то это агрессия, иначе он агрессивный. И второе: муж когда-нибудь кота, ну там, например, кидал куда-нибудь, с дивана на стол, например, там, ну, грубо обращался с животными. Может, с рыбой некрасиво себя повел, с какой-нибудь в аквариуме. Я говорю: а это зачем? А для подтверждения, что он агрессивный придурок. Вот, короче, да, там вот такие проблемы. Вот у них в Лондоне вот так. Да, что-то я не о том говорю, потому что на самом деле у нас сегодня тема о том, что у вас нет отношений вообще. У нас звоночек. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Александр. Михаил, я бы хотела рассказать свою историю буквально в 2 словах. Да-да. У меня всю жизнь были невротические отношения. У вас же вот ребенок, я слышу, у вас же есть отношения. У меня 3 детей. У меня все очень хорошо. Ну вот. Но у меня были невротические отношения много лет, и причем все отношения повторялись, и было действительно такое ощущение, что все вокруг козлы. У меня даже футболка была, мне подарили мои подружки с надписью «Все мужики ко». Вот. Но потом все нормализовалось, я вышла замуж, мы вот с мужем живем уже 15 лет, нас 3 детей, все хорошо. Меня зовут Екатерина, привет, я из Мурманска, я ваш постоянный слушатель теперь. Спасибо. Ваших всех лекций, всех ваших книг. Единственное, вот я уже звонила, рассказывала свою историю некоторое время назад. Я сказала, что я вышла замуж для того, чтобы съехать от родителей, для того, чтобы закончить свои какие-то невротические отношения. Вот. И вы тогда сказали, что это брак по расчету. Вы знаете, но вот мне бы не хотелось так говорить и так называть, потому что своего мужа я очень люблю, у нас 3 детей, все великолепно. То есть, браком, это, может быть, и был изначально брак по расчету, но вот он вылился в то, что мы сейчас живем, и у нас все очень-очень здорово. То есть вы позвонили сказать, как у вас все клево? Злорадствовать, видимо. Нет. Слушайте, хочется верить в то, что все-таки все мужчины котики, правда? Конечно, это имело в виду. А женщины некоторые просто огонь. Кристина пишет: мужчин очень много, постоянно перебираю и не могу остановиться. Как встретить своего на 100%? Это мне напоминает вопрос, как называется жена, которая всегда знает, где ее муж. Александр. Ничего не приходит в голову. Вдова. Да, конечно. Так вот, то же самое мужчина, Старый который анекдот. на 100% твой. Дело в том, что люди — это такие живые существа. Даже не живая материя нестабильна. Поэтому никто гарантии ничего дать не может. Например, я вчера прямо такую слушал передачу про Любовь Орлову и ее мужа Григория Васильевича Александрова. Но у нас тоже был цикл передач как раз. Нет, такая с любовь, Добровинским. да, Любовь Петровна, Григорий Васильевич, душа в душу, а на самом деле нет, он просто гей. А она, скорее всего, не знаю, может, фригидная была, жила с ним. Короче говоря, все не так просто, как кажется. Поэтому я что хочу сказать, что не все так просто. Вы, во-первых, для того, чтобы 100% своего человека иметь в жизни, надо, чтобы у вас была тоже стабильная психика, и вы будете всегда считать, что... А у нас перерывчик, кстати, опять.
Сообщение от Олега. Олег, 24 года. Слышу, что к вам обращаются только девушки, так что, возможно, я не по теме. По-моему, как раз по теме. Какие-либо отношения завязываются у меня раз в 2-3 года и буквально на полгода максимум. Остальное время испытываю только апатию. Просто не испытываю никакого интереса к девушкам, пока не встречаю ту самую. Полгода счастья, 2,5 апатии. Причем секс происходит тоже только с теми самыми. Остальные, если не интересуют, то вообще могут быть противны. Этот цикл у меня уже напрягает, и в чем может быть проблема, спрашивает Олег. Ну, вообще, друзья мои, если смотреть глобально на такие ситуации, то проблема может быть в том, что наши чувства и наши взаимоотношения с противоположным полом, а с гомосексуалистами со своим полом, это есть некая проекция чувств, которые ребенок испытывает к родителям. Если у вас была здоровая, счастливая семья, и вы просто любили родителей, или родители просто любили вас. Любили в том смысле, что вы как ребенок получали то, что вы ожидали. И у вас были такие гармоничные взаимоотношения, но при этом надо очень много, чтобы совпало, чтобы родители были здоровы психически, чтобы родители были адекватные люди, не холодные, не агрессивные, не истеричные, не невротики и так далее. Чтобы дети были там желанные, чтобы между родителями тоже были здоровые отношения. Тут, короче, не так все просто. Но такие семьи есть, конечно, и там родились дети, которые всегда находились в таких взаимных отношениях, то есть все друг друга любили. А когда такие дети вырастали, у них совершенно нормальные отношения, потребность иметь семью, они совершенно спокойно заводят отношения и так далее. Теперь берем, например, такой вариант. Парень говорит: Михаил, у меня большие проблемы, я не могу познакомиться. Я начинаю разговаривать, мне становится плохо, я начинаю заикаться, запинаться, чувствую себя дураком и так и не подхожу. Почему? Потому что когда он в 5 лет подходил к матери, мать говорит: ну что тебе надо? Что ты опять пришел? Что ты ноешь? Иди поиграй, видишь, я занята. Ну, например. Или там женщина говорит: Михаил, вот у меня начинается отношение, мужчина куда-то пропадает. И он звонить перестает и так далее. Начинаешь копать, хотя я не фанат психоанализа. Ну вот у меня была такая история, значит, на лекции одна женщина говорит: когда мне было 8 лет, моя мать позвонила разведенному, значит, с ней мужу, моему отцу, и говорит: слушай, сволочь, твоей дочери 8 лет, ты даже днем рождения не поздравил. Прибежал, говорит, под датой папа в 7:30 вечера, схватил за руку, а дело происходило в маленьком военном городке. И говорит: пошли, дочка, быстрее тебе подарок покупать, через полчаса все магазины закроются. И мы прибежали в первый магазин, который был ближе всего к дому. Говорит: все, выбирай. Мы вышли из магазина с зубной пастой. Ну, а остальные магазины 8 просто закрывались. Они бы не успели. И вот она говорит: вот у меня такие отношения с мужчинами. Ну, то есть они пропадают. Почему? Потому что у меня отца никогда в жизни не было. Он появлялся, то он пропадал, и я вообще не понимаю, любит он меня, не любит. И это потом находит отражение у взрослых людей. Поэтому, если у вас есть какие-то сложности, вы всегда, приложив как бы нынешнюю ситуацию к детской, узнаете и почувствуете очень много аналогий. Особенно они будут касаться ваших переживаний, ваших чувств. Но тогда это были родители, а сегодня это там мужчины и женщины. Друзья мои, ну мы к этой теме вернемся. Я сказал, что первый разговор будет о том, что нет отношений, а дальше будет разговор о том, что они есть, но лучше бы их не было. Потому что не о таком театре я мечтал, сказал Карабас-Барабас, вернувшись домой.